Вы когда-нибудь задумывались, почему западный мир и, в частности, Европа такие богатые и благополучные? Почему в первой десятке стран по индексу развития человеческого потенциала, ВВП на душу населения, средней зарплате и многим другим показателям большинство стран составляют именно европейские государства? Почему подавляющее большинство изобретений и инноваций за последние 400 лет было создано именно в европейской части света? Вокруг причин богатства Европы существует множество ложных теорий, спекуляций, манипуляций и даже откровенных конспирологий. Кто-то говорит, что все дело в колониализме, мол, проклятые европейцы поработили полмира и сотнями лет паразитировали на ресурсах коренного населения. Кто-то заявляет о задетерминированном культурном и цивилизационном превосходстве, мол, Европа всегда была колыбелью цивилизаций, и у этого есть глубокие корни. Однако обе крайности являются весьма натянутыми. Колониальные европейские империи, в том виде, в котором представляет их средний человек, возникли лишь в XIX веке, когда Европа уже являлась наиболее богатым, образованным и технически развитым местом на Земле. Что касается какого-то предначертанного превосходства, тут ситуация совершенно обратная. Когда в Месопотамии, Индии, Китае были развитые цивилизации со своей письменностью, законами и мощной экономикой, большинство европейских территорий было заселено достаточно отсталыми племенами, ведущих чуть ли не первобытный образ жизни. Так что же тогда привело европейскую цивилизацию к ее триумфу и почему сегодняшний глобальный мир является прямым следствием событий, происходящих на европейских просторах? Об этом мы и поговорим в сегодняшнем видео. Как бы парадоксально это ни было, истоки европейского благополучия берут свое начало в так называемые темные века. Период феодальной раздробленности служил не только катализатором множества войн, конфликтов, но и способствовал децентрализации, усилению прав собственности и конкуренции между враждующими феодалами и их вассалами. Этим Европа разительно отличалась от огромных империй – китайской, монгольской или арабского халифата, где под абсолютным контролем одного монарха и его бюрократии находились десятки миллионов людей, трудящихся во благо империи. В Европе же сотни правителей боролись за самые яркие умы. Ученые, мыслители, госслужащие, ремесленники и даже богословы имели возможность менять место жительства по несколько раз на год. Например, родиться в Полоцке, поехать учиться в Польшу, а затем в Италию, работать в Пруссии и Чехии. Узнали? Согласны? Раздробленность способствовала какой-никакой свободе слова, мысли и передвижения. Попав в немилость одному правителю, интеллектуал, ремесленник или торговец мог запросто пойти к другому. Поэтому власти были вынуждены создавать благоприятные условия, находясь в постоянной конкуренции с другими городами, областями или даже целыми государствами. Идея о том, что европейская политическая раздробленность, несмотря на очевидные издержки, принесла огромное преимущество, давно возникла и у выдающихся мыслителей прошлого. В 1789 году английский историк и мыслитель Эдвард Гиббон писал, что злоупотребления тирании сдерживаются взаимным влиянием страха и стыда. Республики обрели порядок и стабильность, монархии впитали принципы свободы или, по крайней мере, умеренности и сдержанности. А нравы нашего времени внесли некоторое чувство чести и справедливости в самое испорченное учреждение. Иными словами, соперничество между государствами и тот пример, который они показывали друг другу, помогли Европе избежать множественных проявлений политического авторитаризма. Гиббон отмечал, что в мирное время успехи знаний и промышленности ускоряются за счет соревнования стольких деятельных соперников. С ним соглашались и другие мыслители эпохи Просвещения – Дэвид Юм и Иммануил Кант. Конкуренция между государствами лежала в основе многих исторических важнейших экономических процессов. От реформ Петра I до начала космической гонки между СССР и США после запуска «Спутника-1» в 1957 году. Таким образом, межгосударственная конкуренция стала мощной движущей силой в экономике и ограничила контроль политических и религиозных властей над интеллектуальными новшествами. Однако против этой теории можно выдвинуть и возражения. Индийский субконтинент, Ближний Восток, не говоря уже об Африке, были раздроблены на протяжении значительной части своей истории, но никакого великого обогащения там не произошло.
Очевидно, что существуют и другие факторы. Одним из них мог быть объем рынка новых идей и технических инноваций. В 1769 году Мэтью Болтон писал своему партнеру по производству паровых двигателей Джеймсу Уайту следующее. «Для меня было бы неоправданным производство вашего двигателя всего для 3 округов. Я считаю, что он стоит того, чтобы производить его для всего мира». Этот принцип оказался верен не только для паровых двигателей, но и для книг, статей по астрономии, медицине и математике. Написание таких книг связано с постоянными затратами на станок, персонал, оборудование, и поэтому размер рынка имеет большое значение, так как позволяет масштабироваться и, соответственно, увеличивать прибыль на единицу продукта. Если бы раздробленность ограничивала аудиторию каждого новатора и изобретателя, то их идеям при отсутствии должных стимулов было бы сложнее распространяться. Но в позднефеодальной Европе политическая раздробленность сосуществовала с удивительным интеллектуальным и культурным единством. Европа представляла собой довольно взаимосвязанный рынок идей, где образованные люди свободно обменивались мыслями и новыми знаниями. Значительную роль сыграла и средневековая христианская церковь. Еще задолго до того, как термин «Европа» получил широкое распространение, ее жители считали себя частью единого христианского мира. Такое культурное единство Европы уходит корнями и в ее античное наследие, тесно связанное с использованием латыни как языка межнационального и интеллектуального общения. Как уже было отмечено на примере того же Франциска Скорыны, границы государств мало что значили для активного и мобильного сообщества интеллектуалов. Хотя интеллектуалы перемещались по Европе легко и быстро, их идеи распространялись по континенту еще стремительней, особенно после появления печатного станка и почтовой системы. В относительно плюралистичной среде позднефеодальной Европы, особенно в сопоставлении с Восточной Азией, реакционные попытки подавить новые идеи терпели крах. Ведущие мыслители, такие как Галилей или Спиноза, несмотря на свою трагическую судьбу, пользовались широкой известностью и имели такую репутацию, что даже если местная цензура пыталась запретить их, они все равно могли найти возможность публикации своих трудов за рубежом. Политическая раздробленность давала возможность попробовать реализовать себя в разных ролях и в разных системах, а общий рынок идей способствовал конкуренции во всех сферах жизни. Эти факторы в конечном счете способствовали возникновению научных и технических новшеств, в том числе с практическим применением, как, например, очки, микроскоп, термостат или те же механические часы. Только представьте, насколько возможность измерения точного времени повлияла на трудовые отношения, возможность следования расписанию и оптимизацию процессов во всех сферах жизни. Более точные приборы помогли таким наукам, как физика, астрономия и биология, развенчать многочисленные мифы и заблуждения, унаследованные от античной древности. Новое представление о вакууме и давлении способствовали изобретению паровых двигателей, а в свою очередь паровой двигатель вдохновил ученых на исследования в области преобразования тепла в движение. Через 100 с небольшим лет после появления первой паровой машины в 1712 году были разработаны основы термодинамики. И таким образом в Европе XVIII века связь между чистой наукой и деятельностью инженеров и механиков становилась все более тесной. Технический прогресс на базе науки оказался одним из самых стойких исторических явлений, хотя условия такой стойкости были необычайно сложны и прежде всего требовали существования конкурентного и открытого рынка идей и умов. Европа вошла в новое время с целым набором научно-технических достижений и социально-политических идей, позволивших многократно превзойти остальной мир в росте уровня благосостояния вплоть до сегодняшних дней. При этом стоит отметить, что внутри самой Европы до сих пор есть достаточно сильное деление на север и юг и запад и восток. Юг и восток, а в особенности юго-восток Европы, значительно беднее и менее благополучные своих западных соседей. На это есть свои причины. Потеря суверенитета на протяжении нескольких столетий вследствие географии, меньшая раздробленность и децентрализация, отсутствие выхода к океану и, конечно же, большой социалистический эксперимент.
В сегодняшнем видео мы не будем вдаваться в подробности, однако если вам интересно, почему Восточная Европа настолько беднее Западной, пишите в комментариях, и мы обязательно сделаем видео и на эту тему. Подытоживая сегодняшний выпуск, стоит отметить, что все упомянутые факторы и события, скорее всего, не были как-то задетерминированы. Где-то в параллельной вселенной в подобных обстоятельствах могла оказаться не Европа, а уже та же Африка или Индия. Успех Европы и нас, европейцев, череда сложных, где-то случайных, а где-то взаимосвязанных процессов. И триумф научного прогресса и устойчивый экономический рост были предопределены не более чем превращение Homo sapiens или любого другого вида в доминирующий вид на планете. При этом изучение истории позволяет выносить уроки и для сегодняшнего дня. Свобода слова, конкуренция, политическая децентрализация – это зарекомендовавшие себя принципы для повышения благосостояния и постоянного научного технического прогресса. А страны, отрицающие эти принципы, обречены на бедность и вечный статус периферии. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Надеюсь, было полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали этого, и делитесь этим видео, если оно вам по-настоящему понравилось. С вами был я, Данил Лаврецкий, и увидимся в следующих видео.